Михалыча в нашем поселке знал каждый. Старик был лучшим пчеловодом в округе. Огромная пасека, которой он занимался вместе с женой, располагалась недалеко от села, в километрах 5 от него. Но прославился Иван Михалыч совсем не поэтому, а тем, что еще 10-летним пацаном воевал в партизанском отряде. Именно в те времена Иван и познакомился со своей будущей супругой Нюркой. Молодая девчонка стала не только его верным боевым товарищем, но и лучшим другом. Уже после войны, через все ужасы, которые они прошли вместе, их дружба переросла в настоящую крепкую любовь. Как только молодые люди стали совершеннолетними, сыграли свадьбу. Иван и Нюра всю жизнь проработали в колхозе, где считались одними из лучших работников. Пчеловодством они увлеклись еще в 60-х, когда Михалыч пробовал разводить пчел ради интереса, но со временем увлекся. Постепенно пасека разрослась до 20 ульев. И вот Михалыч через несколько лет после выхода на пенсию купил небольшой хутор недалеко от нашей деревни. Хутор его стоял обособленно на отшибе. Недалеко был лес, рядом простирался огромный цветущий луг. Что еще нужно, чтобы поставить несколько десятков ульев и завести собственную пасеку? Дети их уже давно выросли и разлетелись кто куда из родительского гнезда. Дела у Михалыча с женой быстро пошли. Он еще в детстве своему отцу на пасеке помогал с пчелами управляться. И до сих пор все помнил. Вот решил на старости лет заняться любимым делом для души, да и лишняя копейка в доме тоже никогда не помешает. В конце 80-х мед Ивана Михалыча покупали во всей округе, его продавали на базаре и по знакомым. Семейный бизнес приносил довольно неплохие деньги. И вот заметил как-то пасечник, что кто-то повадился на его пасеку разорять улья. Решил он, что надо вычислить разбойника и наказать. Ак, что придется в засаде какое-то время посидеть. Сказал он жене: «Ну, засада так засада». Михалыч еще днем соорудил в укромном месте шалаш, перетащил туда все необходимое и, как только начало смеркаться, отправился дожидаться злодея. Ярвая ночь не дала никаких результатов. Ак и просидел он в своем укрытии, никого не дождавшись, только замерз и не выспался. Вторую ночь он опять сидел в засаде. От утра начало клонить в сон, как вдруг со стороны леса нарисовалось небольшое бурое пятно. Оно приближалось к пасеке. Значит, не зря он тут 2 ночи куковал. Да это же медведь, только маленький медвежонок. Ах ты ж, Господи, только этого не хватало. Подумал Михалыч, ну надо же, нашел, где метком на халяву полакомиться можно. Асечник пошумел немного и, услышав шум, медвежонок дал стрекача в лес. Надо что-то придумать. Он нам так всю пасеку разорит, а то еще и мамашу приведет, тогда совсем плохо будет. Этого нам только не хватает, жаловался Михалыч жене. Долго советоваться не пришлось. Нюра предложила подкармливать медвежонка медом, может, он тогда и озорничать не будет. Стали они оставлять для медвежонка кусочки меда в сотах. Маленький сластена приходил периодически полакомиться медком, но на пасеку больше не лез и ульев не разорял. Он долго вылизывал глиняную крынку из-под меда, кряхтел и громко чавкал. Вдоволь наевшись, он уходил в лес довольный и сытый. Мамаша его так и не появилась. Из этого факта семья сделала вывод, что матери у медвежонка нет, вот он и рыщет везде в поисках еды. Так и продолжалось какое-то время, пока не наступила осень, а за ней зима. Медвежонок перестал приходить за угощением, видимо, залег в берлогу, в спячку ушел. А весной к ним на пасеку пришел уже не медвежонок, а молодой медведь. Весна наступила рано, и в апреле медведь проснулся исхудавший,
подросший и повзрослевший. Ак появился у них Михаил Иванович. Такое имя дали медведю. Нюра продолжала подкармливать Косолапова. Он быстро подрос и окреп на обильных харчах. Теперь он с завидным постоянством наведывался на пасеку за угощением и был ее своеобразным охранником. Супруги перестали бояться Косолапова. Вел он себя достойно, вполне по-дружески брал только то, что ему предназначалось, не разбойничал и не озорничал. Между людьми и зверем установились вполне дипломатичные отношения. А тут новая напасть. Не стало страны, за которую они с Нюрой воевали. Наступили лихие времена. Пожилые, но сильные старики решили еще больше увеличить оборот своей продукции. На хуторе дополнительно установили несколько десятков ульев и наняли помощника. Но Нюра и Михалыч доверились не тому человеку. Их новый работник оказался продажным и решил навести на пенсионеров городских рэкетиров. И вскоре бандиты подъехали к хутору на 2 машинах. Иван встретил их по-доброму, решив, что они приехали купить мед. Но рэкетиры сразу заявили, что будут собирать со стариков деньги за небольшую сумму в месяц. Они обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Михалыч пошутил, что кроме них он тут больше никого не видел. Но вымогатели обозначили, что выбора у пчеловодов нет: или платить, или попрощаться с пасекой, которую пообещали сжечь вместе с пчелами. Через 3 дня рэкетиры собирались вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперед. Супруги начали думать, что же делать. Нюра предложила обратиться в милицию, но Иван понимал, что там ничего не смогут сделать. Не будут же милиционеры целыми днями охранять их хутор, чтобы защитить от бандитов. Тем более, что устроить пожар можно было с легкостью, хватило бы пары литров бензина и одной маленькой спички. Михалыч понял, что действовать придется самостоятельно. Не зря же они с женой партизанили во время войны. В доме был небольшой арсенал оружия. Михалыч был заядлым охотником, а Нюра во время войны хорошим снайпером. Решили они, что сами смогут защитить себя и свое добро. Вымогатели приехали через 3 дня, как и собирались, вот только навстречу им так никто и не вышел. Старики засели на чердаке с охотничьим ружьем, откуда наблюдали за рэкетирами. Бандиты начали звать хозяев и требовать деньги, в противном случае пообещали забрать все, что им приглянется, а затем приехать еще раз, чтобы взыскать проценты за долг. Но им никто не ответил. Михалыч уже держал на прицеле главаря банды, а когда главарь велел остальным заходить внутрь. И тут помощь к старикам пришла неожиданно, откуда они совсем не ожидали. Не успели бандиты сделать и пару шагов по направлению к дому, как вдруг откуда-то из леса, ломая кусты и сучья, выскочил медведь, который был в бешенстве, выглядел еще более агрессивным, чем вся эта бандитская свора вместе взятая. Он бежал к хутору, круша на пути все кусты, молодые деревца и даже забор, который упал, не выдержав его яростного натиска. Влетев на всех парах во двор, медведь даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Потом он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показав свои огромные зубы. Куда только делась наглость из крутых амбалов. Михаил Иванович, передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой массой двинулся на них. Медведь мотал головой, громко ревел и фыркал, обнажая свои яростные клыки. Бежать от медведя бесполезно, это знают все, только попробуй, покажи ему спину и все, тебе конец. От неожиданности и страха нарушители остолбенели. Михаил Иванович налетел на главаря агитиров и сбил его с ног. Тот увидел у самого своего носа рычащую медвежью пасть, которая оскалилась, издавая громкие звуки и демонстрируя свои огромные желтые клыки. Слюна падала прямо на грудь незадачливому бандиту.
Все остальные подельники главаря бросились в рассыпную, пока медведь был занят их предводителем. Следом с оружием из дома выскочили Михалыч и Нюра. Они наставили на нерадивого грабителя оружие, а потом крепко его связали и заперли в сарае до прихода милиции. Медведь еще немного потоптался во дворе, взял немного кусочка фруктового сахара в подарок и скрылся во враге с чувством выполненного долга. Сегодня он спас от разграбления, уничтожения не только свои кормовые угодья, но и своих друзей, пасечников. А нравилась история? Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!